Врачи думали, что у малыша Лиама была небольшая опухоль в животе, но когда они продолжили расследование, то обнаружили нечто ужасное. Автомобиль сильно раскачивался из стороны в сторону, когда Алекс мчался в потоке машин. Его жена Кэтрин кричала на заднем сиденье от боли. У нее начались преждевременные роды, и она была уверена, что что-то не так. Им нужно было как можно быстрее добраться до больницы. Когда Алекс доставлял ее в отделение неотложной помощи, он пытался рассказать всю необходимую информацию о своей жене. Кэтрин едва могла говорить. Боль при родах была невыносимой. Врачам хватило одного взгляда на нее, чтобы понять, что нужно как можно быстрее доставить ее в операционную. У нее было слишком высокое кровяное давление, и ребенок начал проявлять признаки недомогания. Когда доктор Хант мыл руки вместе со своими коллегами, он не мог не прокомментировать характер кесарево сечения в ее личном деле. Акушер-гинеколог отметил, что ребенок был нездоров. Врачи заподозрили, что у него недоразвитая печень, что привело к развитию ужасной опухоли. Врачи были обеспокоены, удастся ли вовремя вытащить ребенка, поэтому они работали с удвоенной скоростью. Им удалось провести спинномозговую блокаду, так что Кэтрин все еще была в сознании, хотя и переживала из-за возможной потери ребенка. С каждым мгновением ей становилось все хуже и хуже, а затем внезапно раздался крик. Он был слабым, но тем не менее он был. Она отчаянно пыталась привлечь внимание врачей. Она хотела увидеть своего ребенка, но ее все игнорировали. Кэтрин увидела, что к ней приближаются медсестры, а затем внезапно все погрузилось в кромешную тьму. Алекс был вне себя. Он только что увидел, как его жена полностью обмякла. Он закричал, призывая кого-нибудь помочь ей. Он был уверен, что она только что умерла. Врачи лихорадочно начали зашивать рану. Повсюду была кровь. У нее началось кровотечение. Пока врачи усердно трудились, пытаясь привести ее в порядок, медсестры ухаживали за ней, пытаясь привести в чувство. Перед глазами Алекса все поплыло. Он не знал, что делать. Именно тогда медсестра направила его к его маленькому сыну и попросила сосредоточиться на нем. Он был совершенно ошеломлен, когда впервые увидел его. Он с трудом мог в это поверить. Он был здесь и выглядел так хорошо. Его крошечное розовое тельце выглядело таким сильным и здоровым, каким только могло быть в этом возрасте. Он был так очарован его красотой, что почти забыл о своей жене. Когда он снова обратил на нее внимание, ему стало плохо. Теперь врачи применяли к ней электрошок, пытаясь заставить ее сердце работать снова. Алекс просто склонился над своим малышом и начал молиться так усердно, как только мог. Он просил Бога сохранить его жену здоровой и невредимой. Все должно было произойти совсем не так. Кэтрин была так счастлива и взволнована, узнав, что беременна. Было совсем неправильно, чтобы все закончилось вот так. Как только он собрался помолиться еще раз, он вдруг услышал, как взволновались медсестры. Кэтрин вернулась и медленно приходила в сознание. Это было чудо. Он сразу же попросил медсестер отнести его сына, чтобы показать жене. Он не был уверен, как долго она пробудет с ним, и хотел убедиться, что она познакомится с ним. Кэтрин увидела маленького ангела, который жил у нее в животике последние 8 месяцев. Она была так благодарна, что осталась жива. После этого медсестрам пришлось увезти ребенка, сказав, что нужно сдать кое-какие анализы. Сердца. Кэтрин и Алекса наполнились страхом. Они знали, что малыш недоношенный. Но как это могло повлиять на его состояние? Все ли с ним будет в порядке? У Кэтрин резко подскочило кровяное давление, что стало для нее крайне опасно. Поэтому ей пришлось дать успокоительное. Бедный Алекс остался практически один. Ему пришлось столкнуться лицом к лицу с тем фактом, что с его сыном было что-то не так. Он был растерян, не зная, что делать.
Но больница приняла решение за него. Они просто сказали ему, что он должен сидеть в приемной и просто ждать. Они не могли позволить ему бродить по больнице, взволнованному и нерешительному. Конечно, это еще больше разозлило его. Ему нужно было знать, что случилось с его сыном. Пока Кэтрин медленно выводили из состояния транквилизатора, они старались успокоить ее, насколько это было возможно. Естественно, она была в отчаянии и хотела знать, что будет с ее сыном. Алекс рассказал ей все, что знал, а затем был вынужден сидеть и ждать. Итак, вы можете себе представить, когда доктор впервые вошел в палату? Они чуть не набросились на него. Они были полны решимости выяснить, что происходит. Выражение лица доктора говорило само за себя. Это были плохие новости. Когда он заговорил, в дверь словно ворвался порыв ледяного ветра. С ним что-то не так, но мы не совсем уверены, что именно. Он отказывается есть, и у него сильно вздут живот. «Нам нужно продолжить расследование, пока не стало слишком поздно», — сказал врач. Молодые родители с трудом могли трезво мыслить. Это действительно был наихудший сценарий. Если они не смогут выяснить, что случилось с их сыном, то, возможно, покинут больницу без него. От одной только мысли об этом Кэтрин вздрогнула и безудержно заплакала, но потом вспомнила про опухоль в печени. Она быстро начала объяснять врачу все о предполагаемой опухоли, которую обнаружили рентгенологи при последнем сканировании. Они упомянули что-то о небольшой опухоли в печени, которая их очень беспокоила. Кэтрин была убеждена, что это и есть причина проблем ее сына, и настояла на том, чтобы они продолжили расследование. Сразу стало ясно, что доктор допускал такую возможность. Он выглядел так, как будто эта теория имела для него абсолютный смысл. Он сказал родителям, что рассмотрит ее, и немедленно вышел из комнаты. Врачи разрешили Алексу сопровождать своего сына на всех дальнейших обследованиях. Начали, как ей сказала Кэтрин, с живота. Они тщательно осмотрели его, чтобы выявить проблему. Конечно же, там, как и во всем остальном, было заметное образование. Казалось, что оно ни к чему не привязано и просто находится там. Естественно, это вызывало беспокойство. Откуда оно взялось? Что это было? После того, как Алекс увидел это, его мысли перевернулись. Если бы его маленький сын родился с раком, как такое могло случиться? Кэтрин была на редкость здоровым человеком, который во время беременности все делал правильно. С того момента, как она узнала, что беременна, она стремилась делать все как можно лучше. Отказалась от кофе, не употребляла ни капли алкоголя, ела здоровую пищу, принимала все необходимые витамины и отдыхала. Когда Алекс спросил о раке, врачи просто отмахнулись от него. Они сказали ему, что пока нет смысла так сильно волноваться. Они понятия не имели, что это такое. Им нужно было провести дополнительные обследования. Они старались избегать цветного сканирования, но теперь это казалось им единственным возможным вариантом перед операцией. Они подготовили все необходимое и сразу же приступили к работе. Им пришлось нанести чернила на органы, чтобы увидеть, с чем они имеют дело. Он был просто слишком мал, чтобы одно только сканирование сработало так точно, как следовало. Поэтому они медленно ввели чернила в брюшную полость пациента и внимательно посмотрели на экран, чтобы убедиться, что не так. Затем внезапно врач прекратил обследование и резко вышел. Это, конечно, было чрезвычайно неожиданно для Алекса. Что же увидел доктор? Почему он так отреагировал? Чем дольше Алекс думал об этом, тем хуже казался прогноз. Он нервничал и боялся того, что могло произойти, но никто не мог подготовить его к тому, что ему предстояло узнать. Когда врачи вернулись в палату, они выглядели испуганными и слегка сбитыми с толку. Однако, когда они начали объяснять, с чем имеют дело, все встало на свои места. Они объяснили, что ребенок испытывает нечто, не похожее ни на что они когда-либо видели раньше. Вот насколько это редкое явление.
Алекс с трудом верил своим ушам. По мере того, как доктор объяснял, все это становилось казаться все более безумным. Похоже, что у вашего сына в животе находится плод. Плод у него в животе. В каком научно-фантастическом сне Алекс оказался? Он все ждал пробуждения, но этого так и не произошло. Как же это могло случиться? Сбитый с толку, он начал задавать вопросы. Врачи дали простой, хотя и обескураживающий ответ. Это случается крайне редко, но все же случается, когда один из близнецов может потреблять или поглотить другого близнеца. В этом случае плод может оказаться в брюшной полости другого. Это было еще более ужасно. Мысль о том, что Кэтрин вынашивала близнецов только для того, чтобы один из них поглотил другого, была очень странной и тревожной. К счастью, у врачей было лекарство. Они объяснили, что если будут достаточно осторожны, то смогут извлечь плод из брюшной полости малыша. И он вряд ли об этом узнает. Однако им нужно было как можно скорее приступить к операции, чтобы не допустить дальнейшего повреждения. Поскольку Кэтрин была в тревожном состоянии, Алекс просто сказал им не останавливаться и делать то, что необходимо. Он знал, что все, чего хотела его жена, это чтобы их здоровый ребенок был рядом с ними. Поэтому малыш перенес операцию, изменившую его жизнь. Врачи тщательно удаляли ненужные ткани. На этом этапе развития плода его рост составлял всего 2 дюйма. Это было пугающе, учитывая, каким маленьким был ребенок. Тем не менее, они были рады, когда извлекли плод. Теперь это означало бы, что он мог бы лучше питаться и даже вести совершенно беззаботную жизнь. Алекс и Кэтрин были чрезвычайно благодарны за то, что их маленькому сыну стало лучше. Но мысль о рождении близнецов казалась мечтой, и осознание того, что они могли бы родиться, причиняло небольшую боль. Но они знали, что у Бога есть план для всех. Их маленький сын попал в список самых редких больных на сегодняшний день. Он действительно был единственным в своем роде, и благодаря исключительно качественному медицинскому обслуживанию он продолжал жить своей обычной жизнью. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.